Всем привет! Сегодня наш тренер расскажет о разновидностях боксерских стоек и их влияние на манеру боя. Какая должна быть боксерская стойка у начинающих, как ее поставить и какие могут возникнуть трудности во время боя, если ваша стойка неправильная, а также как и для чего нужно менять боксерские стойки во время боя. Только здесь и сейчас в школе бокса Сергея Раап. Почему боксер держит голову опущенной где-то примерно под 45 градусов? То есть это не критично, можно чуть-чуть выше, можно чуть-чуть выше. То есть самое главное, чтобы видеть соперника. Почему голова опущенная? Потому что с точки зрения бинокулярного зрения человек не может видеть прямую из-за дистанции. То есть если дистанция будет дальше, то все, проблем нету. То есть мы оцениваем расстояние до цели, скажем так. Но как только будет это близко, вот уже где-то примерно с метра, человек приближение прямой линии не видит. То есть зрение его не видит. Если вот оно впрямую вот так вот будет смотреть, то он просто не заметит этого. Поэтому боксеры придумали очень простую вещь. Они голову просто опускают и видят, как бы вот взгляд из-под лобья, он как бы видит вот эту вот тень, саму тень удара. То есть меняя угол зрения, мы видим уже линию удара. Если вы будете стоять вот прям вот так, то, скорее всего, помимо того, что вам лицо разобьют, могут еще и позвоночник повредить. Потому что от сильного удара, резкое движение назад, позвоночник травмируется. Теперь мы переходим к плечам. Положение плечей в вашей стойке. С одной стороны, когда вы стоите, скажем так, в своей стойке, одно плечо у вас приподнято. Так, чтобы вы могли, если что, без проблем коснуться щеки. С одной стороны, с другой стороны. То есть это ваша защита плечами. Это очень короткое движение. Здесь, самое простое – это просто дернуть плечо. То есть увидели опасность – дернули плечо. Нельзя, чтобы плечи были задраты. То есть если вы задерете плечи, скорее всего, у вас затекет лопатка. То есть вы просто быстро очень устанете. Очень важный момент касательно защиты головы руками. То есть, как правило, боксеры начинают, чтобы защитить голову, начинают поднимать руки. То есть, во-первых, ошибка в чем? Если вы руку подняли, мышцы уже напряжены. Быстро вы уже не ударите. На утомленной мышце вообще вы не ударите. То есть, у вас рука просто будет вялая, в ней не будет силы. Второй момент – это то, как вы держите голову. То есть, защита в боксе ставится таким образом. Голова стремится к рукам, то есть поджимается сама шея, она вдавливается чуть-чуть. Таким образом, чтобы соблюсти все с точки зрения физики, все наклоны, правильные наклоны. Положение рук в стойке. Все зависит от дистанции. Чем вы дальше от соперника, тем руки у вас ниже. То есть самое естественное положение человека – это когда руки у него вниз. То есть в этом положении руки у вас отдыхают. Как вы только начинаете руки поднимать, здесь уже цикл кровообращения уже начинает меняться. Если руки вообще вверх поднять, то они затекут. Кровь просто вся отойдет оттуда, и они все онемеют. Поэтому, чтобы не терять силу удара, а руки – это в первую очередь удары, их надо держать расслабленно к себе. Причем одна из рук, если вы правша, то правая, если вы левша, то левая, она лежит на щеке. То есть она просто выставлена с точки зрения упора в тело. Она находится здесь таким образом, чтобы она могла по рычагу плеча двигаться. Чтобы не двигать рукой, а чтобы двигать уже всей лопаткой. Таким образом, вы будете обеспечивать наибольшее, то есть схват этой защиты. Поэтому правая рука – это единственная рука, которая участвует в защите. И левая рука не может участвовать в защите.
Это с точки зрения средней дистанции. Я объясню почему. Потому что правой рукой мы едим, правой рукой мы пишем. Правая рука, она более разработана, и она более точная в своих сокращениях мышечных. Левая рука, она может не слушаться, она будет срабатывать у вас с точки зрения только одной реакции. То есть, когда вас напугали, вы только в одну сторону среагировали, а обратное движение руки – это уже естественное состояние. То есть, человек об этом даже не задумывается. Вот это можно объяснить на таком примере. Вот, например, вас пугают, вы раз ушли в уклон. Реакция сработала только вот сюда. А обратное, вот это вот естественное выпрямление, оно делается вслепую. То есть, ну как вслепую? То есть человек не думает об этом. Боксеры очень часто пользуются этим. Испугал, он в уклон вошел, и потом, когда с уклона он выходит, он вот в этой слепой зоне реакции, он не может реагировать. Поэтому, чтобы защищаться правильно, левая рука, она не исключается из защиты. То есть левая рука, она может сдерживать удар. Но все основные отбивы, все основные вот защитные действия вы делаете только одной правой рукой. Еще раз подчеркну, это как бы наша физиологическая особенность, если вы правша. Если вы левша, следовательно, левой рукой. Бедра в боксе. Бедра в боксе – это удары. Вот есть один такой нюанс. Я просто покажу, чтобы уже было понятно. Вот все, как один, говорят о переносе веса тела. Вот оно. С одной ноги на другую. Просто. Какую роль играют бедра в этом? Дело в том, что вот если показать, рука быстро идет. А перенос веса тела вы быстро никогда не сделаете. Можете попробовать, но вот, когда качаете, вы не сделаете быстро. То есть у вас получается резонанс. То есть рука идет быстро, а перенос веса тела идет медленно. И вот здесь включается бедро. Дело в том, чтобы перенести быстро вес тела, вы просто бедро дернете. И все. Итак, стоите, перенос веса тела за счет бедра. Раз, повернули резко его, раз, и вы мгновенно уже с одной на другую за счет бедра перескакиваете. Раз. Поэтому бедро из стойки не исключается. Как правило, все вот эти вот движения, которые называются от бедра, они делаются по кругу. Раз. И тогда у вас все тело, включая ноги, будет уже успевать за рукой. То есть движение от ноги через бедро, лопатку, разгибатель будет усиливаться. Здесь очень важно правильно соблюдать геометрию. Вот первая стойка – это фронтальная. То есть все новички начинают именно с этого положения. Момент фронтальной стойки, учебной стойки, заключается в том, что здесь переносить вес тела гораздо проще, чем нежели вот в этой вот стойке. В этой гораздо проще. При наличии разворота бедра у вас ноги отрываются от пола. То есть и так все понятно. Вы переходите с одной оси на другую ось. Определяется форма очень просто. Берется, ноги соединяются, делается раз, два, три. Ноги шире плеч. Дальше. Направление удара. Точка вашего акцента, если вот, правильно сложить, от одной ноги, от другой ноги, вот здесь. Если вы руку будете куда-то в другое место уводить, вы будете терять концентрацию силы. Потому что, еще раз говорю, направление вашей силы, оно зависит от ваших мышц. То есть, чем сильнее мышцы, тем сильнее будет удар. Но мышце нужно очень точное направление линии. Поэтому боксерская стойка – это очень важная вещь в боксе. Вот когда человек идет, он напрягается минимум. Также и когда он стоит на удар, он тоже должен напрягаться минимум. В боксе есть прямые ноги, в боксе есть согнутые ноги. Все зависит от ситуации. На прямых ногах вы скручивание не сделаете. Но и когда ноги сильно у вас согнуты, тоже скручивания не будет. Поэтому все должно быть от небольшой кривизны до небольших выпрямлений.
Вот теперь разновидности стоек. Стойки, вообще стойка в боксе определяет передвижение и определяет удары. Если вы неправильно стоите, вы неправильно бьете, вы неправильно передвигаетесь. Поэтому вот на этом этапе надо очень точно подходить, как вы должны стоять и как вам надо делать. Первая ваша стойка – фронтал. Раз, два, три. Нога назад, ровно на линии пятки. Нога здесь чуть-чуть подкручена, здесь чуть-чуть подкручена. Обеспечение переноса веса тела и обеспечение вращения. Это ваша стойка. Как встать в чужую стойку? Просто сделать шаг. Все. Боевая ситуация может заставить вас оказаться в неудобном положении. В вашем случае неудобных положений просто не должно быть. Боевая ситуация будет заставлять вас менять стойки быстро. Стойка – это в первую очередь, это, чтобы вам для удобств. То есть, так, чтобы вам было удобно. Поэтому здесь очень много моментов, которые выставляются индивидуально, зависят от особенностей спортсмена. У кого-то так, у кого-то так, у кого-то так. Вот, например, если взять Оскара де ла Хойя, то у него его манера, его стойки была завалена вперед. То есть он на передней ноге стоял и очень сильно бил слева. Справа он как бы не очень сильно, а вот слева это практически 70% он валил людей. У Майка Тайсона у него больше фронтальная стойка, полуфронтальная, скажем так. Из-за того, что он бил в основном на разноименную ногу, так называемая елочка. Если вы в этот прицел попали, все, спасения оттуда нет, потому что ноги широко расставлены, база удара очень большая, амплитуда очень большая, поэтому как бы уже выйти из-под этого очень сложно. Но Эвандер Холлифилд нашел выход. Он просто как бы начал его проваливать, вытягивал его на себя и просто проваливал. Вот такие вот моменты. Причем Эвандер Холлифилд, он стоял в классической стойке, я бы даже сказал, что вот эта вот постановка советских спортсменов, потому что его стойка была посередине. Вот, кстати, Костя Дзю, он тоже стоит посередине, в редком случае он когда заваливался чуть-чуть назад. То есть у него манера даже такая, чтобы как можно дальше выстрелить. Поэтому он иногда заваливался на заднюю ногу. Это не ошибка, это особенность. Здесь вот, чем больше у вас ситуаций в бою, и чем больше вы их рассмотрите, тем легче вам будет. Потому что, понятное дело, если вы будете только в одной стойке такой, или только в такой стойке, или только в такой, вам будет, скорее всего, не очень комфортно. Все стойки, они отжимаются от ситуаций, которые у вас происходят. Тем более ситуации в бою очень быстро меняются. Поэтому постепенно боксер нарабатывает все виды стоек. В самом начале это вот работа с новичками. Первая вот стойка, она еще по-другому называется гимнастическая стойка. То есть мы также делаем гимнастику. Если ваша стойка неправильная, значит и передвижение у вас неправильное. Если ваша стойка неправильная, значит и удары у вас неправильные. То есть боксерская стойка, она объединяет в себе сразу несколько основных позиций. Как удар вы ставите точно, так и боксерскую стойку вы выставляете точно. Потому что в этой же стойке вы будете и нападать, в этой же стойке вы будете и защищаться. Поэтому надо ставить все очень-очень точно.